Друзья, всем привет! Вы на канале «Счастье есть». Меня зовут Олеся, за кадром Андрей. Привет. Как поживаешь? И есть мы с вами сегодня будем горячие бутерброды. Кто не любит бутерброды, тем более горячие бутерброды любят все. И дети, и взрослые, и старый млад. В общем, будем есть бутерброды. А перед тем, как их есть, мы их будем готовить. Мне нравится эта работа. Когда мы начнем? Немедленно. И для приготовления этих бутербродов нам с вами понадобится тертый сыр. Вот у меня твердый, натертый на меленькой терточке сыр. У меня здесь 150 грамм такого сыра. Хлебушек. У меня вот такой хлебушек ароматный. Вы можете взять совершенно любой черный, батон, багет. В общем, все, что вы любите. У меня сегодня такой. 3 отварных яйца, 1 помидор, половина красного перчика, лучок зеленый, майонез, чуть-чуть соли и дижонская горчица. Да, и сразу скажу, у меня уже включена духовка 200 градусов. Так что тоже не забудьте заблаговременно включить, потому что это готовится все очень-очень быстро. Ну, погнали. Я хлебушек предварительно чуть-чуть поджарила в тостере, чтобы на нем образовалась вот такая корочка, которую мы сможем натереть чесночком. Итак, берем каждый кусочек и натираем чесночком. Греночки я не стала делать на сковороде, потому что это горячие бутерброды, они в духовке еще поджарятся. Поэтому зажаривать их в масле на сковородке нет необходимости с моей точки зрения. Приступаем к приготовлению начинки. Так, сыр у меня натерт, сюда же натираем также на меленькой терочке яйца. Поехали. Итак, вот я натерла яичко на меленькую терточку. Вы посмотрите, какая воздушная такая масса получилась. Красота. Так, сюда мы добавляем, ну вот видите, буквально чуть-чуть яичко мы добавляем чуть-чуть соли. Но не забываем, сыр у нас соленый, майонезик, который будет соленый, горчичка соленая, в общем, без фанатизма. Теперь мы всю вот эту сырно-яичную массу с добавлением соли перемешиваем. Ну, собственно, перемешали. Хорошенько, тщательно перемешали. Теперь мы берем болгарский перчик и меленько его стараемся нарезать. Так, нарезали перец. Убираем вот эти вот белые. И теперь вот эти вот полосочки наши нарезаем мелким кубиком. Так, смотрите, ну вот я измельчила наш перчик. Сразу скажу, я вот так, понимаете, на глаз смотрю, мне надо прикинуть, как он будет здесь выглядеть по количеству в этой намазке. Давайте мы это все перемешаем и посмотрим. Друзья, у нас, так как домашняя кухня, мы не в ресторане, мы не готовим по техническим картам, мы все делаем по нашему вкусу, по нашему желанию, по нашему щучьему хотению. Так как у нас тут перчик еще нарисовался, поэтому давайте мы его чуть-чуть тоже вот так вот добавим чуть-чуть соли в расчете и на него тоже. И перемешиваем. Так, ну теперь что? Теперь мы начинаем, собственно, формирование наших гренок. Берем хлебушек. Я сразу подготовила противень. Вот. И застелила его пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, маслом там и всем прочим. Будем вот так прям класть. Нарезаем, прежде чем нарезать,
мы каждый хлебушек слегка совсем Итак, добавляем майонез. Значит, на это количество, так чтобы оно там, видите, у меня две с горкой майонеза, 2 столовые ложки с горкой майонеза и 1 чайная ложка без горки дижонской горчицы. Так, ну по консистенции, видите, он довольно такой плотненький, мы тщательно его перемешиваем. Майонез соединил и скрепил все ингредиенты. Так, напоминаю, здесь у нас сидит 2 столовые ложки с горкой. Ну, я так прикидываю, что в принципе сюда же такая вот без горки столовая ложка. Получилось. Итак, для чего мы смазываем? Мы смазываем. Так, нарезаем тонкими слайсиками помидорку. Ну и, собственно, дальше мы кладем самое основное. Вот так. И укладываем на сыр, хлеб, чеснок. Оно у нас всегда есть в холодильнике. Так, маской. И мы их отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, вверх-вниз. Примерно 5-7 минут. Я скажу, сколько у меня это время заняло. Но так как вы все понимаете, что духовки у всех разные, и время приготовления будет разным, я покажу тот результат, которого вы, по идее, должны достичь. Наши готовы. Они простояли в духовке 13 минут и выглядят вот так. Вот такие замечательные греночки. Если вы любите, чтобы подрумяненная корка была совсем такая, держите больше. Я люблю так. Тем временем, пока наши греночки готовились, я порезала лучок зеленый. И мы посыпаем зеленым лучком сверху. Покажу вам, какая она на разрезе, и попробую. Вот видите, начинки много, начинка стабильная, она не растеклась по всему противню. И... Ну что, давайте я попробую и скажу вам. Сыр тянется. Друзья, перчик слегка приготовился. Он в меру такой мягкий, в меру чуть-чуть хрустящий. Помидорка приготовилась. Боже, это очень вкусно. Гренки супер. Просто обалденно. Обязательно приготовьте. Напишите, как у вас получилось. Может быть, вы захотите что-то исправить, подправить. Мне будет очень интересно. Ну что ж, наливаем чай, наливаем кофе и садимся. Кто за завтрак, кто за перекус, а может, кто и за ужин. У кого как получается, кому как нравится. Друзья, ну что, на этом мы будем с вами разбегаться по своим делам. Спасибо, что зашли. Если все понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите ко мне почаще. Всем вам я желаю счастья. И не только счастье есть, а во всех сферах вашей жизни. Пока и до встречи!
Привет. Как поживаешь?